Добрый день! Секрет приготовления хачапури – это хороший сыр и правильное тесто. Я всегда готовлю по двум рецептам. В одном тесто дрожжевое и на воде, в другом тесто на кефире. Сегодня поделюсь с вами максимально быстрым рецептом и надеюсь, он вам понравится так же, как и мне. Чего-чего, а хачапури много не бывает. Итак, начинаем приготовление хачапури с теста. В миску вливаем 200 мл кефира, у меня жирностью 2,5%, добавляем третью часть чайной ложки соды и перемешиваем венчиком. Затем всыпаем пол чайной ложки соли и пол чайной ложки сахара и смешиваем их с кефиром. Теперь вбиваем одно яйцо, вливаем 20 мл растительного масла без запаха, венчиком смешиваем все до однородности и начинаем всыпать частями просеянную муку. Тесто замешивается очень быстро, получается мягким и податливым. В итоге муки у меня ушло 400 грамм. Всыпаем последнюю часть муки и продолжаем вымешивать тесто руками. Как только тесто собралось в единый комок, переходим работать на стол. Слегка присыпаем его мукой. Выкладываем тесто. Немного обминаем его руками и разделяем на 4 части. А это значит, что у нас будет 4 лепешки с сыром. Хачапури я готовлю часто, я их просто обожаю. И если у вас есть удачный и проверенный рецепт, поделитесь им, пожалуйста, со мной в комментариях. С удовольствием приготовлю по вашему рецепту. Далее каждый кусочек теста округляем. Кладем их на край стола, а с одной частью теста начинаем работать. Другие накрываем пакетом или пленкой, чтобы не заветривались. Тесто для хачапури я не раскатываю, я просто растягиваю его руками в разные стороны. Теперь давайте приготовим начинку. Для этого 220 грамм сыра, у меня сулугуни, натираем на крупной терке. Также к нему добавляем одно яйцо, соль и черный молотый перец по вкусу. И просто все перемешиваем при помощи ложки. Для начинки можно брать любой сыр, но на мой взгляд сулугуни и адыгейский сыр подходят лучше всего. Сырная начинка готова. В середину выкладываем тертый сыр, приблизительно 2 столовые ложки. Далее края теста поднимаем вверх и собираем в центре. У нас получается что-то похожее на мешочек. Затем переворачиваем мешочек швом вниз и опять же руками приплющиваем его и слегка растягиваем в стороны. Вот такая получается заготовка. Также делаем и остальные лепешки. Жарим хачапури на сухой сковороде под закрытой крышкой на медленном огне. Чтобы лепешка не подгорела, во время приготовления переворачиваем ее несколько раз. Из данного количества ингредиентов получается 4 хачапури. Если для вашей семьи многовато, то их можно завернуть в пакет или пленку и положить в холодильник, а на следующий день разогреть на сковороде и вновь наслаждаться их вкусом и ароматом. Готовые хачапури перекладываем на тарелку. И каждую лепешку обязательно щедро смазываем растопленным сливочным маслом.
С ним получается еще вкусней. Хачапури подаем теплыми, со сладким ароматным чаем. Рекомендую их приготовить каждому, потому что этот рецепт по-настоящему сырного удовольствия. Кто любит сыр, тот меня точно поймет. Если вам нравятся мои рецепты, подписывайтесь на канал, нажимайте рядом на колокольчик, чтобы не пропускать новые видеорецепты, и готовьте вместе со мной. С любовью, Евгения и кулинарный канал «Это просто».